Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Сижу рядом с двигателем и думаю, как же, собственно, получить эту тягу. В таком виде мы его уже запускали, но тяга была очень маленькая. А почему, ребят? Да потому что здесь нету сопла. Читал тут недавно одну очень умную книгу. И там было написано, что чтобы получить тягу около 50 кг, выходное отверстие у сопла должно быть около 100 мм. В материалах, ребят, я немного ограничен. Удалось найти лишь вот такой блинчик из нержавейки. И вот такие болванки из черного металла. Похоже, придется делать какую-то сборную конструкцию из вот этого и листовых металлов. Здесь, скорее всего, наобум лазера не получится сделать, поэтому нужно будет немножко почертить. Ну, токарка безумная будет, ребят. Вот этот блин весит 50 килограмм. Подготовил уже даже резцы, чтобы максимально быстро штурмовать проект. Расточил патрон на большой диаметр. Сделал выточки. Теперь кулачками можно зажимать до 330 диаметра. Здесь у нас максималочка 235 миллиметров. И это будет рекорд на канале. Таких диаметров я еще пока что не обрабатывал. Начертил чертежик, ребят, черными практически чернилами. Тут, конечно, только под дошиком можно разобраться. Не очень удобная ситуация, если честно. Такое ощущение, что нужно сваривать будет с двух половинок, потому что вот в этом месте уже довольно-таки горячий выхлоп будет, и обычная сталь навряд ли будет хорошо работать. Ну, а эту часть мы сделаем из стали. Это корпус, ребят. А вот эта часть сопла с выходом 102 мм, она будет согнута из листа. Кстати, листа у меня нормального нет. Все листы тонкие у меня из жаропрочки. Как бы не пришлось использовать вот эту вещь. То есть это реально с самолета, средний конус. Здесь должна быть нормальная жаропрочная сталь. С вот этого мы и начнем сейчас. Буду делать шаблон, чтобы потом его перенести на железо и вырезать. Рассчитал развертку в приложении. Приложение называется развертка конуса. Все очень просто, ребят. Переносим чертеж на бумагу после расчета в программе. Честно говоря, я думал, что оно более крупное будет. Оно видно, что не сверх хорошо оно здесь прилегает из-за округлостей. Но других вариантов у меня нет. Будем делать из того, что есть. Можно с небольшой натяжкой сказать, что оно уже почти готово. Здесь я обработал сварочный шов. Теперь нужно обработать и внутри, иначе вальцы его не промаслают. И можно будет гнуть. Почему-то есть уверенность, что все получится. Не особо легко дается. Куда деваться? Надо побеждать, как всегда. Так, надо кияночку. Так проще будет. Ага, так проще. Вальцы все-таки вещь, ребят. Подводные лодки также гнут, ребят. Только вальцы больше. А металл там тоже хороший. Толщина хорошая. Заварил вот таким вот макаром. Очень довольно-таки неплохо получилось, учитывая то, что я выравнивал железку. Она теперь здесь не круглая, а ровная. Внутри тоже обратный валик есть. Варил, ребят, супер присадкой. Хастилой называется. Просто пушечная вещь. Можно подровнять.
Настало время заняться безумной токаркой. Такого на канале еще не было. Такие болванки я пока не обрабатывал. Начнем с вот этого блина из нержавеющей стали. Надеюсь, удастся быстро обработать. Это у нас 270-й блин нержавейки. Итак, начинаем обтокаривать его. Такого размера материал редко попадается, и можно попробовать сохранить довольно-таки весомую часть болванки. Поставил спецрезечек и будем заглубляться. Стружечка лютая идет, неплохо бы центром поджать. Не уверен, что много удастся спасти, но надеюсь на это. По крайней мере, процесс пошел. Нержавеечка, похоже, очень солидная. Тяжело идет. Ток 8 ампер. Сейчас начнет заглублять. Так. А в общем-то ток-то и не увеличился, ребят. К сожалению, за один раз не удалось проточить, то есть, чтобы выпали блины. Приходится использовать экипировку, ребят, ну, потому что очень сильно оно пищит, просто невозможно. Так, заготовочка полегчала. Нержавейка, это не шутки, конечно. Спасенный кусок металла, здесь килограмма 4, куда-нибудь да пригодится. Вот заготовочка нужного диаметра. Здесь, конечно, еще нужно много металла снять. Но это, ребят, тоже деловой материал. Можно будет использовать. Такого диаметра из нержавейки трудно найти. Горячее все. Так, теперь беру вот эту болванку. И дичь продолжается. Понятия не имею, как ее засовывать в патрон. Но сейчас что-нибудь придумаем. Делаю центровочное отверстие. Болваночка, ребят, напоминаю, весит 50 килограмм. Желательно подпереть ее центром перед дальнейшими действиями. И мы приступим. Для начала торцанем. Подкаленный металл оказалось, ребят. Так, поэтому придется использовать резечек посерьезней, похоже. Использую сплав ВОК, минералокерамику. Как бы тоже сопротивляется, но процесс пошел.
вроде бы, ребят, сварочку прошел, дело пошло веселее значительно. Работаю на переборе. В общем, вот так идет процесс. Теперь, друзья, будем долбить тоннель. Здесь, так как с нержавейкой не прокатит, толщина слишком огромная, а на всю глубину больше 50 мм я навряд ли смогу чем заглубиться, хотя изначально была задумка именно такая, то есть вырезать кольцо, здесь вырезать и здесь вырезать. Но придется по классической технологии сверлить, потом растачивать. Получается 200-й кругляк вот здесь. Внутри будет примерно расточен. Диаметр увеличился, перешел на меньшие обороты. Но зато беру в 2 раза больше. Здесь 4 мм на сторону, либо 8 мм на диаметр. Вот так ломается стружечка, ребят. Процесс довольно бодро идет. Уже больше 100 мм отверстие. Мне нужно 180. Финальная стадия. Получается катастрофически много стружки. Деталь тонкостенная. Все, ребят, готово дело. Получилась вот такая деталь. Ну, она еще не окончательно готова, но самое страшное позади. Мне кажется, я переточил килограмм 20 стружки. Ну, по-любому, что-то около того. Остался блинчик. Блинчик меньше половины, а заготовка весила 50 килограмм ровно. Теперь две эти половинки нужно сварить в единую конструкцию. Я здесь сделал заходик небольшой и сделал фаски. Фаски для заполнения присадочным материалом. Итак, ребята, поехали на тик сварочку, будем варить. Сделал прихватки, будем обваривать. Ну и заодно посмотрим, что за фильтр я приобрел на камеру. Можно ли снимать сварку при таком фильтре или не очень. Итак, поехали, ребят. Для начала обвариваю без присадки. Что-то треснуло где-то. О, блин.
Так, ну раз так, значит будем обваривать сразу с присадкой. И присадка это будет Hastelloy, ребят. Эта вещь позволяет всякие такие несвариваемые материалы сваривать. Видимо, это как раз таки наш случай. Раньше у меня были очень большие проблемы со сваркой таких материалов. Но теперь с появлением этой присадочки проблем фактически не осталось. Итак, поехали, ребят. Опять что-то где-то треснуло. Но шовчик наш нормальный. Трещин нет, все отлично. Ну вот, ребят, что получилось. Это первый слой присадки. Можно, в принципе, было бы еще наложить. Ну, я думаю, остановлюсь на этом. Можно также улучшить красоту шва, если пройтись уже декоративно, скажем так. Вот кому интересно, запомните название присадки. Ну а теперь, ребят, попробуем облагородить шов. Теперь нужно обточить эту деталюху по размеру, по чертежу, облегчить ее и приварить уже сопла. Сопло будет вот здесь. Вот так. Выставил с учетом сварочки на 5 соточек. Как бы биение и не видно. Нужно, чтобы вот эта железяка сюда плотно садилась. Все, пошел процесс, ребят. В этом положении с одной установки буду делать всю внутреннюю часть. Потом можно будет перевернуть и проточить снаружи. Хотя здесь практически все готово уже, но тем не менее. Нержавеющей частью дело посложнее идет, но я уже подружился, ребят, благодаря вот этому. Довольно-таки комфортно работать. Ох и злющая сталюка. Так. Ага, все отлично. Осталось 1,5 килограмма, а было 40 килограмм с 2 болванок. По-моему, это удивительный результат. Все, привариваем эту штуку. Никогда таких гигантских деталей не делал. Все-таки, ребят, вот это первый инструмент в мастерской. Ну вот, ребят, что получилось. Можно сказать, что сопло уже готовое. Оказалось, изготовить немножко сложнее, чем вот это сопло. Это я сделал за день. На это ушло дня 4 ориентировочно. Но сами видите, какие здесь размеры. Также сопло это не простое сопло с охлаждением. Через вот эти отверстия будет выходить воздух из компрессора. Далее он будет распределяться по щелям. Сделал здесь такие небольшие пропилы. И идти вдоль сопла. Я вам обещаю, ребята, что когда-нибудь здесь будет стоять еще более крупное сопло. Ну а пока ставим на двигатель. Там еще много работы. Итак, ребят, подведем итоги. Сопло уже готово, стоит на реактивном двигателе и можно двигаться дальше. Я уже снял свечи для того, чтобы сделать нормальную систему поджига. И в следующем видеоролике займемся этим нелегким делом.
Разложил всю стружечку, чтобы показать вам масштабы производства. Это черный металл, это нержавейка. Сопло внутри полностью гладкое. Выполнено из нормальных стойких материалов, поэтому работать будет долго и счастливо. Средний конус делать не стал, потому что не было соответствующих материалов. С тонкой нержи делать не захотел, ну а более-менее толстой не было. Вот с этой вещи согнуть не получится такой конус. Это жаропрочная сталь и очень плохо гнется, тем более в маленькую трубочку. По турбобэхе мы коллективно решили, что поставим двигатель внутрь багажника. Честно говоря, ребята, я рад, что вам захотелось сделать именно так. Потому что двигатель будет неприметный, в глаза бросаться не будет. Сопло будет торчать снаружи и создавать тягу, необходимую для движения автомобиля. То за то, чтобы делать турбовальный вариант, не волнуйтесь, ребят, он обязательно будет. Но нужно еще долго и нудно тестировать сам движок, делать возможность запуска на жидком топливе, устойчивой работы, контроля тяги, контроля всех параметров. Поэтому мы пока что протестируем на реактивной тяге по-быстрому. Ну а потом займемся созданием турбовальной тяги. В общем, ребят, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока!